Вітаю! Сьогодні я відповідатиму на ваші запитання, яких накопичилося немало, але як всі прочитав, і відповідаючи на ці питання, я хочу сказати, що я спитав дозволу у авторів питань і отримав на це згоду. Я вже допоміг тим, хто був автором питань. Сьогодні ми говоритимемо про це, щоб ви знали, що робити в подібній ситуації. Я говоритиму про всі деталі відкрито, як воно є. Не забуваємо долучатися до каналу, ставити лайки, задавати питання. Ми обов'язково періодично будемо до них повертатися. Ну що ж, не будемо гаяти часу, починаємо. Я не знаю, как сказать своему парню, что я не согласен заниматься сексом без презерватива. Он не понимает необходимость в этом, а я переживаю, не хочу чем-то заболеть, но и обидеть его тоже не хочу. Что делать? Во-первых, я так понимаю, что ваш парень заинтересован в календарном методе контрацепции. Хочу заметить, что данный метод контрацепции не является достойным, потому что риск возникновения беременности при использовании данного метода довольно высок. Я думаю, вам нужно об этом ему объяснить. Во-вторых, спланировать эти дни, используя календарный метод, довольно-таки непросто, потому что этот метод дает возможность избежать половых отношений во время так званой овуляции. Но в силу того, что человеческий организм индивидуальный, то овуляция происходит у женщины тоже индивидуально. Поэтому пользоваться данным методом довольно небезопасно. Если мы говорим о нежелаемой беременности, то мы говорим о контрацепции. Контрацептивных методов очень много. Для их подбора нужно четко собрать анамнез у женщины и определить, какой метод ей больше подходит. Поверьте, для вас можно подобрать подходящий метод контрацепции. Говоря о барьерном методе контрацепции, включая нежелательную беременность, включая заболевания, передающиеся половым путем, мы будем говорить обязательно о презервативе. Он довольно хороший метод контрацепции. Поэтому я думаю, что нужно просто поговорить со своим молодым человеком о преимуществах и недостатках некоторых методов контрацепции и, конечно же, о использовании презерватива. Подскажите, что делать с угрями на лице? Я 2 месяца пропила Белару, мне назначила мой гинеколог и никакого эффекта. У косметолога была перед этим, занесла туда приличную сумму денег и вроде сначала пропадают, а потом появляются обратно. Если говорить об угрях на лице, то мы говорим о гормонально зависящем процессе. То есть мы говорим о нарушении баланса гормонов. Поэтому визит к косметологу в таком случае стоит отложить. Если вы были уже у косметолога и видите, что угри возвращаются, то это точно поиск не там. Женщина указывает на то, что она Белару пропила 2 месяца. Но этот метод контрацепции должен использоваться 3-6 месяцев, а иногда и дольше. Вот видите, гинеколог призначила лечение, понимая, видимо, что первичная проблема все-таки состоит в гормональном дисбалансе. Но в силу того, что пациент принимала препарат неправильно, она не дождалась эффекта. Как же быть в данной ситуации? Препарат, подобный этому, нужно принимать намного дольше. И иногда, в зависимости от ситуации, эффект может наступить намного позже, чем вы его ожидаете. Обязательно надо держать контакт с вашим лечащим врачом. Обязательно нужно правильно принимать препарат. И только тогда будет иметь место терапевтический эффект, и только тогда этот препарат вам зможе помочь. У мене доволі делікатне питання. Рік тому я народила дитину, були розриви, дитина важила 4 кг 230 грамів, і останнім часом почали турбувати сухість, печіння при ходьбі, дискомфорт в піхві. Гінеколог сказав, що у мене зіяння. Що це, не знаю, але що з цим робити? Така проблема доволі часто розвивається в подібних ситуаціях, і причиною цьому є рубець, який утворився на місці цього розриву. Як же бути з цим? Що робити? Слава Богу, ми живемо в 21 столітті і ми маємо всі необхідні знання та вміння, щоб допомогти вам. І ще один момент, який стосується безпосередньо скарг пацієнтки. Дискомфорт, сухість, печіння при ходьбі – це є проявом саме тої ситуації, яка склалася
в даному випадку, коли йде порушення бар'єру між зовнішнім середовищем та внутрішнім середовищем піхві за рахунок саме цього просвіту, який з'являється внаслідок даного дефекту. Коли ми вирішимо цю проблему, ці скарги поступово самі зникнуть. Добрий день! У мене 34 тижні вагітності, турбують набряки, особливо на вечір. Моя гінеколог на прийомі сказала, що треба лягати в лікарню. Але я не розумію навіщо, почуваю себе добре. Ваша гінеколог доволі розумна людина, раз порадила вам лягти в стаціонар. Тому що набряки можуть бути проявом одним із дуже неприємних ускладнень вагітності, таких як прееклампсія. Прееклампсія може почати розвиватися на фоні підвищеного тиску, саме діастолічної її складової. Але це не є обов'язковою умовою, і саме з набряків вона теж може починатися. Тому така пацієнтка повинна бути під динамічним спостереженням медичного персоналу в стаціонарі. Адже умови, які існують в стаціонарі, починаючи з харчування, режиму, дають теж доволі гарний терапевтичний ефект для пациента. Добрый вечер. Я вчера была на УЗИ, сказали, что на матке миома. Это страшно? Откуда она взялась и что с ней делать? Спасибо. Прежде всего нужно сказать, что УЗИ – это дополнительный метод исследования, который не дает точный диагноз. Мы можем с помощью этого метода заподозрить какое-то заболевание, а уже с помощью других каких-то более точных методов его либо подтвердить, либо опровергнуть. Миома может возникать на фоне гормонального дисбаланса. И что с этим делать, определяет врач. Для этого нужно знать очень много факторов, включающих и локализацию, и размеры опухоли. И после этого только принимать решение, что с ней делать и как лечить. Либо просто наблюдать, либо консервативно, либо оперативно, либо комбинированно. Консервативно, а потом оперативно. Добрий ранок. Можливо, ви підкажете? Я вагітна, 39-та неділя, під ранок сходила в туалет і щось потекло світле. Я думаю, що це свічки, які мені призначили для підготовки шийки до родів. Я правильно подумала, не треба їхати в пологовий. Вагітні, які мають діток, мабуть, добре знають, що виділення – це те, що періодично турбує всю вагітність. І особливо на більших термінах вагітності ми можемо сплутати їх з підтіканням навколоплідних вод. Так, якщо жінка може чітко оприділити, що у неї за виділення, чи внаслідок свічок, чи це дійсно підтікають навколоплідні води, то добре. Але якщо жінка сумнівається, що ж робити тоді? Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи води підтікають, чи то свічка, то треба обов'язково їхати до пологового відділення. Тільки лікар може визначитися з тим, чи цілі навколоплідні води, чи ні. Але чому ж це так важливо? Навіщо знати, що води відійшли? Адже немає пологової діяльності, правда? Насправді, для того, щоб це розуміти, треба спочатку розібратися, а що ж таке навколоплідні води і навколоплідна оболонка, яка їх оточує. Функція їх в тому, щоб відокремити зовнішнє середовище, яке не стерильне, від внутрішнього середовища дитини, яке стерильне. Якщо порушується цілісність навколоплідної оболонки, то виникає ризик потрапляння в матку якоїсь, будемо говорити, інфекції. То це може бути ризиком для життя і здоров'я як дитини, так і матері. Тому ще раз скажу, що в даній ситуації обов'язково треба їхати в пологове відділення. Здравствуйте, подскажите, мы с мужем планируем беременность, не знаем, к кому обратиться лучше. Раньше мы предохранялись, я пила таблетки, может из-за этого не наступает беременность? Лично я считаю, что планированием беременности, так званой прегравидарной подготовкой, должны заниматься с каждой женщиной. То есть каждая женщина должна быть заинтересована в том, чтобы проверить свой организм до наступления беременности. Что сюда входит? В эту прегравидарную подготовку входит обследование как женщины, так и мужчин. Потому что чаще всего причины ненаступления беременности у женщины могут быть причины, связанные с проблемами здоровья у мужчин. Об этом тоже не стоит забывать. И если вы раньше принимали таблетки, то, видимо, их вам назначил ваш врач. Поэтому обратитесь лучше к своему врачу.
так как, скорее всего, вы ему действительно доверяете. Я была на втором скрининге. Сказали, что у ребенка генетическое заболевание. Отправляют в генетику. Это значит, что ребенок родится с отклонениями? Почему это обязательно должно значить, что ребенок родится с отклонением? Мы уже с вами говорили о том, что УЗИ – это дополнительный метод исследования, который дает возможность заподозрить какую-то проблему. Если подозрение о такой проблеме имеет место, то, конечно же, отправляют к более узкому специалисту, который имеет более специализированные методы для исследования и определения, есть риск, есть заболевание, стоит ли что-то делать, или можно спокойно пролонгировать дальше беременность. У меня на УЗИ нашли полип в матке. Сказали, надо выскабливать. А я не хочу. Знаю, что после этого не будет детей. Что делать? Ну, во-первых, что значит не будет детей? Кто вам это сказал? Не стоит говорить о том, что после выскабливания не бывает детей. В моей практике довольно много таких случаев, после которых беременности наступали, беременности нормально вынашивались, и женщины рождали красивых, хороших деток. Мы живем в 21 веке, и сегодня есть возможность не проводить выскабливание полости матки. Это гистероскопия. Проводя эту операцию, пациентка не нуждается в выскабливании полости матки. И это положительно сказывается на ее детородной функции в будущем. Мой супруг отказывается от секса со мной, постоянно отговорки придумывает. Я понимаю, что дело во мне. После родов я перестала получать оргазм. Мне кажется, он нашел мне замену. Как быть дальше? Можно записаться на прием к вам? Может, вы распознаете мою проблему и скажете, что делать? Понятие аноргазмии на сегодняшний день довольно распространенные. И живя опять же в 21 веке, мы научились справляться с этим. Для этого существует очень много способов лечения, и он подбирается индивидуально для каждой пациентки. Да, все зависит от финансовых возможностей пациента, конечно же. Добрый вечер. У меня проблема с циститом. Я из Киева, у меня 2 детей. Работа такая, что надо много ездить. Постоянные походы в туалет, боли при мочеиспускании приводят меня в бешенство. Я постоянно боюсь, что в следующий раз я не добегу до туалета. Была у врача, призначили манурал, но хватило ненадолго. Все обратно вернулось. Можно что-то посоветовать? Да, чаще всего манурал используют при цистите и острую фазу. Но, как показывает практика, не всегда это помогает или помогает, но ненадолго. Кстати, касательно нашей пациентки, у нее был довольно интересный случай. Мы уже с ним, слава богу, разобрались и назначили тиотропное лечение. Так вот, при цистите, как бы ни казалось, это не столь серьезное заболевание, нужно очень серьезно и избирательно подходить к лечению. Потому что если неправильно пролечить это заболевание, то впоследствии это может привести к более серьезным осложнениям, даже к пиелонефриту. Девочки довольно часто болеют этим заболеванием, потому что у них есть определенная особенность анатомофизиологическая, которая этому способствует. И плюс ко всему, в зимнее время, в юбочках, колготочках тоненьких. Да, конечно, красота требует жертв, но не таких. Так, як бачите, питання доволі різноманітні і серйозні. Але ми з ними, слава Богу, справилися. А поки що все.